Здравствуйте, друзья! Этот канал о мистике из реальной жизни. Все истории на канале присланы подписчиками. Я благодарю их за это. Я думаю, что большая их часть найдена ими на просторах интернета. Поэтому у меня есть просьба. Пишите, пожалуйста, название источника. А еще благодарю тех, кто подписывается на канал, ставит лайки, грозные дизлайки и пишет свои комментарии. Ведь поставить пальчик вверх, если понравилось, или вниз, если не нравится – это дело секунды. Это очень поможет каналу в продвижении. Спасибо тем, кто смотрит из России все каналы через VPN. И этим благодарит за труд всех авторов каналов. Ведь каждый труд должен быть оплачен. Стилистика авторов в историях сохранена. Вымысел в них или правда проверить невозможно. Но в любом случае каждая из них, на мой взгляд, достойна внимания. Приятного вам прослушивания. «Черное солнце». Автор Орландо. Источник сайт Фостор.ру. Случай этот произошел в годы войны в 1943 году. Рассказан мне двоюродным дедом по отцовской линии. На момент рассказа я был уже в глубоко сознательном возрасте и историю помню хорошо. Сам дед не воевал. На тот момент он был 15 лет от роду. Место, где происходили описываемые события, небольшой город в Калужской области с добрым названием Людиново. К сожалению, как и много нашей родной земли, в Отечественную войну Людиново находился в оккупации. Немцы особо не церемонились с местным населением, так как в Людиново действовало партизанское подполье, которое частенько отправляло под откос немецкие эшелоны с солдатами. Однако лютовали не все. Особенно это касалось войск так называемой технической поддержки. Те самые, что осуществляли ремонт и техническое оснащение подвижного состава немецкой армии. Прадед воевал в Прибалтике, а трое сыновей, среди которых был и мой двоюродный дед, жили в деревне Колчино, что в нескольких километрах от Людиново. Когда немцы заняли деревню, началась расквартировка. В доме прабабушки поселился средних лет немец Штефан. Прабабушка была учителем французского языка в Людиновской школе и по-немецки тоже неплохо понимала. Для деда это была полная тарабарщина, а прабабушка вполне сносно общалась на родном для Штефана языке. Немец был не злой, то шоколадом угостит, то печеньем. Днем он работал на станции, а вечером неизменно возвращался в Колчино. Деревенька небольшая, в центре церковь из красного кирпича. Сейчас она заброшена, а на момент прихода гитлеровцев действовала. На колокольне немцы обустроили пулеметное гнездо. Стояло лето 43-го. Красная армия уже не пятилась назад, как в 41-м, а изрядно потрепав фашистов под Москвой и переломав хребет под Сталинградом, освобождала родную землю от скверны. Все чаще давало о себе знать местное партизанское подполье, не щадившее врага. В один из летних дней Штефан пришел раньше обычного. Поделился с дедом папироской. Дед начал курить еще мальчишкой. Затем отправился на колодец. Поднял ведро воды и стал обливаться на лужайке. От одного вида таких процедур у деда сводило зубы. На улице жара, а он студеной водой. В этот момент дед заметил на шее Штефана шнурок с медальоном. На вид серебро, а в центре медальона красивый ярко-желтый камень. Это была настоящая диковинка. В деревнях обычно крестики простые носили, а тут такое. Немец заметил удивленный взгляд деда, улыбнулся и, надев рубаху, отправился обедать. После дед не раз замечал диковинный медальон на шее Штефана. Но спросить, что это, побаивался, да и языка не знал. На русском немец не разговаривал. Осенью наша армия вплотную подошла к тем местам. К тому же активизировались партизаны. По слухам, подорвали очередной немецкий состав на железной дороге. Немцы искали людей, которые помогали партизанам. Начались проверки и облавы. Прабабка очень переживала за детей. Накануне расстреляли соседского сына. Немцы заставляли местное население сдать все имеющееся оружие, а молодчик спрятал отцовское охотничье ружье. При обыске ружье нашли, а парня расстреляли прямо во дворе. Штефан ходил хмурый как туча. Было видно, что ему явно все это не по нутру. В один из вечеров он позвал прабабушку на разговор. Они долго общались. Дед не понимал ни слова.
А на следующий день в дом пришли солдаты с обыском. Перевернули все вверх дном и, ничего не найдя, ушли. Вскоре ушел и Штефан. Попрощался с прабабушкой, собрал вещи и ушел. Только тогда прабабка собрала детей и развернула на столе маленький сверток. Это был платок, а посреди него лежал тот самый медальон, солнечно-желтым камнем. Дед немедленно удовлетворил свое любопытство, взял медальон в руку и стал рассматривать. Довольно увесистая штука, оправа из серебра, явно ручной работы. Дед положил его на ладонь и ощутил, что он теплый. Прабабка между тем рассказала. Штефан накануне обыска позвал ее и, сняв с шеи медальон, бережно передал его прямо в руки. «Возьми это и ничего не бойся. Скоро к тебе придут, но все будет хорошо. Детей твоих не тронут. Муж твой с войны вернется живым». Штефан, скорее всего, погиб. В начале сентября в город вместе с партизанами пришла наша армия. Большая часть немецких солдат была убита, как говорили местные. Из тех немцев, что работали на железнодорожной станции, вообще никого не осталось. Прабабушка боялась, как бы свои с допросами не начали лютовать. Время-то какое было. Советская власть тех, кто в оккупации жил, особо не жаловала, по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись». Тут-то и решила она избавиться от медальона. Мало ли что, найдут, потом не отмоешься. Развернула платок и отпрянула в испуге. Дед носил воду в баню и услышал, как она вскрикнула в сенях. Прибежав в сени, он увидел причину ее испуга, чему и сам немало удивился. Солнечно-желтый камень, который был украшен медальон, почернел и стал похож на уголь, величиной с горошину и абсолютно черного цвета. Бабушка, недолго думая, вышла за ворота, прошла через улицу и выбросила медальон в реку. Маленькая неглубокая речушка протекала как раз по периметру деревни Колчино. Что это было, теперь сказать сложно. Возможно, оберег не принес смерти своего хозяина, но слова Штефана сбылись полностью. Прадед вернулся с войны. Правда, в Прибалтике, близ города Лиелгарде, получил ранение, зато пришел живой и воевал геройски, имел награды. Умер прадед в 75 лет. Сыновья тоже выросли. У каждого были и семья, и дети. Прожили достойную жизнь. А я их скромный потомок, донес до вас эту историю, пересказал слово в слово, как есть. Рад писать для вас. Слух подвел. Автор Акся. Сейчас читала на Дзене публикации паранормального канала. Там автор и читатели в одном посте вспоминали случаи, когда происходило некое дублирование, когда, к примеру, дама видела, что сын ушел в ванную, потом заглянул к ней пожелать спокойной ночи. А через минуту зашел опять и произнес ту же фразу. Выяснялось, что все это время он был в ванной. К маме зашел в первый раз. Здесь на сайте таких историй предостаточно. Но вдруг вспомнился прошлогодний случай со мной. Даже не случай, а короткий эпизод. Настолько короткий, что отдельная публикация он, может быть, и не заслуживает. Но хочется поделиться и послушать. Случалось ли с вами что-то подобное? В общем, прошлым летом мы дружно выехали на дачу. Сын по вечерам на велосипеде регулярно уезжал кататься с друзьями. Мне он уже давно отказывается составлять компанию в этом деле. Вырос мой мальчик. А возвращался он обычно в сумерках. Велопарковка у нас за домом, и по пути к ней приходится дом обогнуть. Лето было жарким и душным. Окна в комнатах вечерами держали открытыми. Когда сын приезжал, было замечательно слышно, как он проходит под окнами, ведя велосипед, у которого очень характерно в такт шагам постукивает пластиковое крыло над задним колесом. И вот один из вечеров. Уже темнеет, 11 час. Сидим мы с мужем в комнате на втором этаже и что-то обсуждаем. Он задумчиво произносит: «Сына долго нет». Тут в окно отчетливо слышен звук шагов и хлопанье заднего крыла велосипеда. Приехал. Через несколько минут спускаюсь вниз на кухню и замечаю, что в комнате сына никого нет. Наверное, поставил железного коня в стойло и решил еще немного побыть на улице. Спустя еще минут 15-20 ухожу в спальню проверить, как дела у спящего младшего сына. Его кроватка стоит сбоку от окна. Я подхожу к ней и снова слышу на улице шаги и характерный звук, издаваемый крылом велосипеда. Вскоре сын заходит в дом. Спрашивая, куда он ездил еще раз после первого возвращения. Сын недоумевает и вполне искренне говорит, что только что вернулся в первый и единственный раз. Задержался, поскольку уже на подъезде к дачам встретил старого знакомого
и с полчаса они проговорили. Я на досуге поразмышляла, что же могла слышать в первый раз, но так ничего убедительного и не придумала. Скорее всего, паранормального ничего тут не было. Это всего лишь обман слуха. Я ждала сына и поэтому просто приняла какой-то неизвестный звук за привычные шумы, сопровождающие его вечерние приезды. Мозг постарался. Хотя, как знать, как знать. Собирайся, Петр Федорович. Автор Спарактис. Мистика интересует меня с юношества. Всегда интересно послушать рассказы родных, друзей и знакомых на эту тему. Помню, как много лет назад нашла этот сайт. Мне он сразу понравился, хотя кроме мистических историй из жизни людей другие разделы не читаю. И хочу сказать спасибо каждому автору за их истории. Недавно говорили с папой о жизни души после смерти, и он рассказал мне еще 2 истории. Первая история о моем прадедушке. Звали его Петр Федорович. Родился в 1902 году в деревне Сухое в Балашовском районе Саратовской области. В юношестве с родителями переехал в Сибирь, откуда в 1942 году был призван на фронт, где героически воевал до 1945 года. У них с прабабушкой Ефросиньей Ивановной было 7 детей, 6 сыновей и 1 дочь. Прожил он 76 лет. Прабабушка умерла раньше него. Скажу сразу, что прадедушка был в здравом уме, всегда что-то мастерил и все делал по дому. После смерти прабабушки он жил один. Дети же жили рядом и каждый день его навещали. За день до смерти к нему в гости пришла дочь Поля, которой он рассказал о том, что утром сидел в кухне за столом и увидел свою жену Ефросинью, которая сказала ему: «Ну что, Петр Федорович, собирайся, загостился ты здесь». Тетя Поля начала ему говорить, что, может, показалось чего, что все будет хорошо. Он же здоров и чувствует себя нормально. Ночью этого дня прадедушка умер во сне. Вторая история произошла с папиным другом, назовем его Юрий, недавно. Юрий со своей женой и 3-летней внучкой поехали к родственникам. В тот день было 40 дней со дня смерти их пожилой родственницы. Точно не знаю, кто там кем кому приходится. Собрались близким кругом в доме умершей родственницы, в небольшом 2-этажном коттедже. Стол и гости находились на 2-м этаже. Внучка бегала по дому. Она здесь была впервые. И так как дети очень любопытные, она обошла тут каждую комнату, после чего подошла к Юрию. «Дедушка, а что там за бабушка в кресле сидит? Где?» «Внизу у окна». Они начали расспрашивать, как она выглядит, в чем одета. Внучка описала платье и платочек. Все испуганно поджали ноги с пола, узнав в описанном бабушку, которая сегодня 40 дней. Родные сказали, что она любила сидеть в этом кресле. Внучка ее никогда не видела, да и навряд ли ребенок будет выдумывать такое. Источник сайт Фостор.ру. Варя. Автор Орландо. Источник сайт Фостор.ру. Обычный день августа. Лето подходило к концу, и природа все чаще напоминала о приближении осени. Московское шоссе в сторону области. Затяжной моросящий дождик. Мы с приятелем коротаем дорогу за разговорами. Музыка из динамика льется приглушенно, так сказать, для фона. Рядовая поездка в город по делам. Кто же знал тогда, что для нас она обернется приключением, запомнившимся на всю жизнь? Дорожка была откровенная дрянь. Вроде трасса федерального значения, соединяющая 2 самых крупных города страны. А на поверку тихий ужас, особо и не разогнаться. Сейчас построили знаменитый платный участок, а в те времена это было заурядное, если не сказать больше, шоссе федерального значения. Городскую черту мы уже миновали. Разговаривали, шутили. Я по привычке читал надписи на указателях населенных пунктов. Вдруг впереди показалась девушка. Ехали мы не быстро, поэтому я хорошо ее рассмотрел. Сразу бросилась в глаза: на улице дождь, пусть и не сильный, но все же, а девушка без зонта. Причем одета она была в легкое платье. Девушка не голосовала, то есть не пыталась остановить машину, просто одиноко брела вдоль дороги в сторону области. За рулем был мой товарищ. Сначала он проехал было вперед, но затем притормозил и решил подобрать человека. Девушка представилась Варей и сказала, что ей нужно в Поповку. Нам было по пути. Наш маршрут был значительно дальше, а до адреса Вари нашим тихим ходом в районе получаса. Когда девушка садилась в машину, я заметил, что она очень осторожничает.
По округлившимся формам, проступившим из-под легкого платья, было заметно, что она ждет ребенка. На вопросы Варя отвечала неохотно, хотя мой приятель и пытался разрядить обстановку легким непринужденным разговором. Рассказала лишь, что живет с бабушкой. Отец будущего ребенка попал в тюрьму. Вроде как и проступок не шибко страшный, однако срок получил. Живут бедно, а ребенок родится, так и вообще туго станет. Пенсия у бабушки маленькая. Затем Варя и вовсе замолчала, а мы с приятелем душу ей бередить не стали. Вскоре мы уже и приехали. Когда девушка выходила из машины, в ее глазах стояли слезы. Мы с приятелем проводили ее взглядом до подъезда. Обычный старенький дом из красного кирпича. Настроение у нас пропало. Друг даже музыку выключил, и оставшуюся часть пути мы ехали молча. «Вот так люди у нас живут. Не то, что в ваших столицах», — сказал мне приятель не то с иронией, не то с издевкой, когда машина остановилась возле нашего дома. Спорить мне не хотелось. Друг коренной петербуржец, по-нашему ленинградец. Мы часто с ним называем наш любимый город по-старому. А я родился в Питере, но родители переехали жить в Москву. С другом мы часто пикировались в острословии на тему извечного противостояния двух столиц. Но в тот раз шутить не особо хотелось. История с девушкой Варей засела в душу. В следующий раз я оказался в тех местах через пару месяцев. Уладив все дела в городе, я отправился к родственникам в область. Самый разгар осени. А тут похожий день. Настоящее чудо. Облажные дожди отступили на денек. Даже солнышко периодически выходило из-за облаков. По краям дороги в полях проплывали казавшиеся бесконечными логистические терминалы, заправки и посадки. А вот и то место, где мы встретили Варю. История эта вновь всплыла в моей памяти. Ее слезы, старенький дом и издевка приятеля про тяжелую жизнь провинции. Может навестить человека, просто от души поддержать, не навязываться в друзья. Пусть мужа ждет, просто хоть чем-то помочь. За и против боролись во мне ровно до поворота на Поповку. Идти с пустыми руками к едва знакомому человеку не хотелось. Я купил продукты. Подумал, если даже не захочет меня видеть, хоть поесть нормально. На крайний случай соседям передам. Подъехав к Вариной парадной, я призадумался. Где живет, не знаю. Видел только, как в парадную входила. На мое счастье, возле Вариного дома, как раз напротив парадной, на скамеечке сидела старушка. Вот у нее и спрошу, подумал я, выгружая пакеты с вкусняшками из багажника. «А вы ей кем будете?» – спросила в ответ на мой вопрос бабушка. «Сослуживец», – без запинки ответил я. К слову сказать, эту легенду для соседей я еще в машине придумал, на случай разного рода расспросов. Ну, в самом деле, не рассказывать же людям, что мы на большой дороге познакомились. Пошлют подальше, самое малое. «Пойдемте со мной», – сказала бабушка после того, как смерила меня взглядом. Маленькая квартирка на первом этаже. Одна небольшая комната. Маленькая кухня. Обычный, более чем скромный быт пожилого человека. «Вот здесь и жила Варя», – сказала бабушка, указывая на маленький уютный уголок в левом крыле комнаты. Небольшая старая односпальная кровать. Тумбочка со стареньким, видавшим виды светильником. И пара полок с книгами. Жила? Внутри меня все перевернулось. Нынче уже 3-й год пошел как нет моей Вареньки. Далее и прежде сохраняю стилистику рассказа бабушки, как есть. Я ее рассказ как отче наш запомнил. Снасильничали ее. Тяжелая она уже была, муж шалопутный. И так-то не помогал, а за год, как Вареньки не стало, в тюрьму попал. С работой-то у нас тяжко, вот и работала доча. Бабушка называла ее именно дочей. До последнего в город ездила, прибиралась в кафе, да судомойка еще. Возвращалась домой поздно. На электричку опоздала. Села на попутку, доверчивая была, простая. Вот и нарвалась на лихих людей. Снасильничали, да и пристукнули, чтоб не рассказала кому. В глазах бабушки появились слезы. Мать-то ейная бросила ее, вот я и воспитывала. Тяжко было. Да надежда была, вырастет Варенька, хоть поживет. Я не жила толком, да хоть дочь радовала. Оно, видишь, как легло, сынок. Я не стал рассказывать бабушке, как я познакомился с Варей. Зачем бередить душу человеку? Может, напутала чего. Пара месяцев, а не лет. Оставил бабушке еду. Я к этому еще денег добавил. Однако деньги старушка не взяла. К чему они мне, сынок? За еду и на том спасибо. А деньги забери. Они вам молодым нужнее.
Бабуля вышла проводить меня до машины. «А я ведь знала, что ты придешь», — сказала старушка, когда я уже собирался уезжать. Нонче Варенька мне приснилась, говорит мне: «Бабушка, я доброго человека встретила. Накормил меня, с собой продукты дал. Описала тебя как есть. Ты когда подошел, я сразу поняла, кто. Ну ладно, поезжай, милок, пусть Господь тебя хранит». Всю дорогу я проехал, как на автопилоте. А ведь права бабушка. Доверчивая была девушка. Я еще тогда подумал, когда в машину к нам садилась. 2 ребят, и не побоялась. Времена-то неспокойные были. И сейчас не каждый в машину сходу сядет, тем более девушка. История эта подлинная, не списанная. Рад был описать ее для вас. Он рисовал жизнь. Автор Орландо. Источник сайта Фостору.ру. Человек пытается освоить космическое пространство, постигает сложные природные процессы и иногда заставляет даже матушку природу работать себе во благо. Однако, пытаясь объяснить сложные процессы, происходящие в мире, мы порой не можем объяснить того, что происходит с нашим сознанием, а оно, в свою очередь, преподносит нам все больше и больше сюрпризов. Историю, которая произошла со мной, я не могу объяснить до сих пор и представляю ее на ваш суд. Детство свое я помню очень хорошо. Это было то замечательное время без излишков прогресса, когда можно было гулять допоздна, пить воду из крана. Оценки и замечания выставлялись в дневники, которые мы всегда норовили оставить дома. Хорошо запомнился один безобидный эпизод, повлекший за собой целую цепочку событий, которые с трудом укладываются в сознание. Это было обычное лето из детства, похожий солнечный день. Я как раз закончил 1 класс школы, и это были первые в моей жизни каникулы. Двоюродной сестренке в тот момент едва исполнился годик, и я часто отправлялся вместе со взрослыми, чтобы с ней погулять. Мы всегда гуляли одним и тем же маршрутом, в парке по дорожкам, возле детской школы. Иногда к нам присоединялись мамочки с колясками, в которых они возили своих деток, и мы продолжали прогулку вместе. В тот день мы как раз гуляли парой. 2 коляски с малышами, мамочками и я. День был жаркий, и мы остановились в теньке, рядом со школой на скамейке. Взрослые вполголоса общались, пока малыши спали, а я бегал поблизости и сбивал парашютики с уже созревших одуванчиков. Неподалеку от нас расположился художник и что-то рисовал. Я сразу его заметил, но подойти поближе и заглянуть в его этюд как-то побаивался. Однако, когда взрослые засобирались идти домой, я все же подбежал к художнику и взглянул на его работу. Детское любопытство оказалось выше, чем робость перед незнакомым человеком. На картине было изображено то самое дерево, а под ним 2 фигурки людей с колясками. Рядом на лужайке еще одна фигурка ребенка среди белого фона одуванчиков. Оказывается, художник рисовал нас. Мы неволей стали сюжетом его летнего этюда. История эта хорошо отпечаталась в моем сознании, и я помню ее до сих пор. Прошло много времени, мы переехали жить в другой город. Но в тех краях у меня осталось много родственников и друзей, с которыми я общаюсь и сейчас. Пару лет назад я по обыкновению отправился в те места, чтобы навестить своих родных и могилу отца. Он по определенному стечению обстоятельств был похоронен не в моем городе, а именно там. Предупредив родственников о своем приезде, я также договорился с друзьями о том, чтобы повидаться и вспомнить былые времена. У одного из друзей был частный дом. Он пригласил меня к себе. «Зайди хоть на пару часов, поболтаем. Детство вспомнил». Сказано, сделано. Приезжал я буквально на пару дней. Поэтому, желая объять необъятное, посетив папину могилу, начал поэтапный обход всех родных и друзей. Дом у моего товарища оказался довольно просторным, не чета городским квартирам, где вся обстановка отвечает компактности, дабы было где развернуться. Здесь и просторные спальни, и гостиная, даже отдельная комната для библиотеки. На стенах в изобилии висели картины. На них я сразу обратил внимание. Не простые полотна из любого маркета, а именно работы маслом. Как пояснил мой приятель, дедушка был художником. Работ осталось много. И, построив свой дом, он решил дать этим работам жизнь. В одной из многочисленных комнат я увидел картину, которая вернула меня в детство. То самое дерево, мамочки с колясками, и я на лужайке среди одуванчиков. Оказывается, тот художник из далекого детства оказался дедушкой моего приятеля.
Я с упоением рассматривал эту картину. Столько лет прошло. А она вот. Это маленькая история моего детства. В дальней комнате по коридору расположилась библиотека. Несколько шкафов с книгами, массивный стол, из десяток картин разного размера на стенах. Увидев картины, я был буквально ошарашен их содержанием. Они точь-в-точь копировали эпизоды из моей жизни. Причем эпизоды эти описывали разные этапы моей жизни и происходили в совершенно разных местах. Опишу несколько картин. На одной из них человек изображен со спины. Длинная улица, а навстречу ему стадо коров возвращается с пастбища. Этот случай был в моей жизни. Я хорошо его помню, так как для меня, городского жителя, корова – это диковинка. И я с заворожением наблюдал этот момент, причем за 1000 километров от того места, где жил ее художник. Следующая картина изображала двух молодых людей. Один прислонился рукой к дереву, другой чуть поодаль от него застыл, подняв руки на уровне лица. Рядом старый фонтан. Этот эпизод также имел место быть в моей жизни. Мы с моим братом как-то делали фото, и он фотографировал меня как раз в этом месте у дерева и фонтана. Очередная картина. Гуляющие в парке люди, дорожка, рядом пруд и витиеватые фонари. Взрослые двое детей. Девочка в платье и мальчик в кепке пониже. Эти фонари и пруд – не что иное, как место в парке, где я живу. Совсем в ином месте от того, где я увидел эту картину. Одежда детей тоже не оставляла сомнений. Платье дочери и одежда сынишки именно те, что когда-то были у них. Рядом с детьми я. Фонари тоже один в один. Такие я видел только в нашем парке. Все сомнения относительно невероятной схожести полотен с моей реальной жизни развеяло еще одно произведение. На картине был изображен мужчина, курящий сигарету и склоненный в раздумьях головой. На нем была белая одежда с красным воротом и характерной поперечной полосой триколор по диагонали. Волнению моему не было предела. В 2018 году, как раз в разгар чемпионата мира по футболу, я приезжал в эти места. В очередной раз навестил могилу отца, посетил родственников и посетил место, где когда-то потерял друга. Местный спортивный стадиончик со старыми трибунами, скамейками. Именно здесь на моих глазах умер один из моих друзей. Сердечный приступ. Когда я был там в предыдущий раз, сидел, вспоминал этот тяжелый момент и задумчиво курил. На мне была игровая майка сборной России по футболу. Комплект 2012-2013 с характерной диагональной полосой в виде российского триколора. Друг заметил мое волнение при виде картин и поинтересовался, в чем дело. Я был в таком ступоре, что не стал объяснять причину своего удивления. Спросил лишь о том, где сейчас его дедушка, написавший эти труды. Ответ был не менее ошарашивающий. Деда не стало в 2010-м. Его разбил инсульт. Из постели он уже не встал. Как человек мог видеть эпизоды из моей жизни, да еще и в разных уголках страны? А самое главное, видеть меня в 2018-м. Картина «Курящего в майке» написана в 2005 году. Это было подписано в углу. К сожалению, человек унес эту тайну в могилу, оставив для меня очередную жизненную загадку. Рад был описать очередной эпизод своей жизни для вас. Божественная косичка. Автор Сабелька. В начале июля 1990 года я жила пару недель в Казани. В гостинице «Молодежный центр». Стояла жуткая жара. Для Казани того времени были характерны сильные перебои с общественным транспортом. И я помню, как толпы людей на остановке, подолго ожидая трамвая под палящим солнцем, спускались по дорожке к реке Казанки, чтобы охладиться. В соседних номерах проживала группа молодых людей из Германии. Мне удалось с ними познакомиться и даже наладить контакт через прикрепленного к группе молодого переводчика. Берлинская стена рухнула за несколько месяцев до того, и я узнала много интересного об этом событии и о стране из первых уст. Июль 1990-го был ознаменован проведением чемпионата мира по футболу. Германия уверенно шла к финалу, будоража сознание моих соседей-немцев. В день финала ребята пригласили меня поболеть с ними, но футболом я тогда совсем не увлекалась. Вдобавок чувствовала себя не очень хорошо и решила пораньше лечь спать. Из холла был слышен шум телевизора и гул болельщиков, но я быстро уснула и увидела жуткий сон, тревожный, атмосферный.
Один из самых удивительных снов в моей жизни. Среди ночи я проснулась от невыносимой жары и, еще не открывая глаз, поняла, что надо встать и испить воды. Шевелиться не хотелось. Еще немножко полежав, поняла, что организм не смирится с жаждой. Усилием воли кое-как перетекла в сидячее положение. Открыла глаза и с удивлением уставилась на свои руки. Они излучали легкое голубоватое свечение. Встала, не включая свет, попила и повернула голову в сторону зеркала. Увидела себя. Я вся светилась голубым. С удовлетворением отметила свои длинные красные волосы и вспомнила, как недавно их сделала. На самом деле о таких волосах я тогда только мечтала. Отрастить их до желаемой длины и покрасить удалось только через 4 года. Выпитая вода не избавила от жажды, и я решила спуститься к казанке. Одна, среди ночи. Я вышла из номера прямо в сорочке и прошла по пустому темному холлу. Вышла на улицу. Ни одного человека. Абсолютная тишина. И везде ровный тускло-голубой свет. Искусственный и безжизненный. Как бывает на сцене, когда изображают ночь неумелые осветители. Река оказалась не заключенной в бетон, как было еще с утра, а с земляными берегами. Я решила перелететь на противоположный берег. Просто подняла руки, как это делают обычно, и перелетела. С удивлением отметила, что река не имеет течения. Вода стоит. Скинув сорочку, зашла в воду. Почувствовала кайф от прохлады. Издав крик от воды, тяжело поднялась с неба стая испуганных темных птиц. Ко мне подплывал юноша. Какой в 19 лет может быть сон без юноши? Я нисколько не испугалась. Мне было радостно и приятно его видеть. Он был красив. Правильные черты лица, прямой нос, темные вьющиеся волосы. Я отчетливо видела его лицо. Я его запомнила. Парень обнял меня. «Мы увидимся еще?» – спросила я. «Совсем скоро», – ответил он. «Запомни, я покажу тебе вот так». И он приложил указательный палец к губам. «Ты будешь сильно болеть до самого конца своей жизни». «Назови свое имя, кто ты?» – спросила я. «Косичка», – услышала я. И ответ привел меня в ужас. Устрашающим дьявольским показалось непонятное имя, произнесенное не им, а нестройным рыком тысяч разных голосов, вышедшим из его рта. От ужаса я закричала, и картина сменилась. Я видела футбольное поле, стадион ревел. Игрок в синей майке с номером 10 ставил перед собой мяч. Я видела его со спины. Удар, мяч в небе, и победный рев вокруг. И закружились желто-зеленые краски карнавала. Я проснулась от криков. В холле гостиницы немцы шумно праздновали победу своей страны в чемпионате мира. Мне мама всегда говорит, если снится вода, я непременно заболею. Интересно, что и у меня эта примета работает. Долгое время увиденный сон держал меня в напряжении. Мне страшно было вспоминать его зловещее пророчество. Я вышла замуж. Муж – страстный футбольный болельщик. Очень быстро приучил меня к футболу. Болеть с ним было весело и интересно. Он комментировал не хуже телевизора. И вскоре я уже достаточно хорошо ориентировалась в теории и истории футбола. Ну а дальше коротко. Чемпионат мира 1994 года. Молодой красивый итальянец, звездный Роберто Баджо. Я заметила его сразу. Забив свой первый мяч на том чемпионате, он приложил палец к губам. Фактически в одиночке дотащил команду до финала. Двухчасовая игра финала. Выматывающая, вязкая, безрезультативная. Впервые в истории чемпионатов завершилась послематчевым пенальти. Баджо наносил решающий удар. Наверное, мне нужно было сделать ставку, потому что я видела эту сцену во второй раз. Прицелившись под перекладину, звездный игрок пробил выше ворот. Мяч улетел вверх, и закружились желто-зеленые краски бразильских флагов. Этот промах вошел в число самых знаменитых промахов в истории футбола. Для меня так и осталось непонятным, почему я встретила итальянского футболиста, зачем он показал мне условный жест, и для чего мне транслировали картинку недалекого будущего. Думаю, может, планета давала мне шанс непременно разбогатеть, который я упустила. У Баджо было прозвище, которое дали ему поклонники за его прическу. На итальянском «божественная косичка» или «божественный хвостик». Я болею до сих пор. Беспокойное фото. Автор Орландо. Источник сайт Фостор.ру.
Многие вещи хранят характер своих хозяев, хранят его эмоции, будь то негатив или позитив. Фотографии занимают в этом особую роль. Это настоящие носители информации. Недаром многие люди, обладающие определенными способностями, используют фото для своих ритуалов. История, которая произошла со мной в начале нулевых, заставила увидеть иную сторону жизни, этих, на первый взгляд, неподвижных снимков. Потеря близких людей – это всегда боль. Ощущение того, что в жизни что-либо происходит последний раз, тяготит еще больше. Последний разговор, последняя встреча – все это даже звучит грустно, не говоря уже о том, как переживает все это человеческое сознание и душа. Когда мне было 18 лет, я потерял друга. Мы дружили с раннего детства, несмотря на то, что жили в разных городах. Наши родители также были друзьями детства. Когда мой друг еще был совсем маленьким ребенком, у него обнаружили порок сердца. Требовалась операция. Она прошла успешно, но с оговоркой на то, что нагрузки на сердце делать было нельзя. С другом мы были одногодками. Одновременно закончили школу и поступили в институт. Год поступления был единственным в нашей жизни, когда мы не виделись. Он жил в Санкт-Петербурге, а я в Москве. Поступление, экзамены. Жизнь побежала быстрее. И лето подошло к концу. Зимой к Новому году мой товарищ собирался приехать с родителями ко мне в гости. Но случилось горе. Не стало его мамы. Это был сильный удар, который также переживала и моя семья. Летом следующего года мы встретились. Господь подарил нам еще один замечательный день. День общения с человеком, который был мне как брат. Как же он повзрослел за этот год. Смерть матери сделала его собранным и рассудительным. От былого беспечного парня не осталось и следа. Вечером в день нашей встречи у нас состоялся тяжелый разговор. Мы вспоминали его маму. И я пообещал другу, что несмотря на то, что мне не удалось приехать на похороны мамы, я впредь всегда буду рядом в трудную минуту. Слова эти были как пророчество. Я и был рядом, но ничем не смог ему помочь. Вечером следующего дня его не стало. Он умер от инфаркта прямо у меня на руках. Как потом объяснили врачи, его слабое сердце не выдержало потрясений, выпавших на его долю. Переживания в связи с утратой наложились на опасный для сердечников возраст. Здесь стоит отметить один момент. У нас с другом всегда была традиция. Когда у родителей заканчивались отпуска, и мы разъезжались по домам, всегда фотографировались. Эта традиция продолжалась несколько лет. И всегда неизменно фотосессия происходила в конце отпуска. Однако в то лето все случилось иначе. Моя двоюродная сестра, видя радость от нашей встречи, решила нас сфотографировать. Вас друг от друга не оторвать. Такие счастливые. И взяла фотоаппарат. Это было наше последнее фото. Через 2 часа моего товарища не стало. Это была моя первая большая потеря в жизни. Сложно описать все те тяжелые мысли и переживания. Прошло время, и я вспомнил про фото. Тогда еще были пленки, негативы, проявка и печать. Сестра распечатала фото по моей просьбе, так как фотографировала на свой фотоаппарат. Впоследствии я увеличил фото и поставил его в рамку. Мы там были вдвоем, а внизу с краю была отпечатана дата. По трагическому стечению обстоятельств дата снимка и дата смерти моего друга совпадали. Для фото я купил черную рамку и поставил его на стол в своей комнате. Рамка была обычная. С обратной стороны отгибались усики. Вставлялись фото, и усики под нажимом возвращались на место. Обычное устройство, с которым вы хорошо знакомы. И вот, в один прекрасный день, убираясь в своей комнате, я обнаружил, что усики в рамке отогнуты, чему был немало удивлен. Когда ставил фото, поддевал их ножом. Отогнуть их не так-то и просто. Я даже у мамы поинтересовался, не заходила ли она ко мне в комнату и не роняла ли фотографию. Однако мама дала вполне утвердительный ответ, что ничего подобного не было. Очень удивился, но не верить было бы верхом подозрительности. Усики я вернул назад, в исходное положение. Однако через пару дней история повторилась. Здесь уже мы с мамой серьезно призадумались, ведь это чертовщина какая-то. Да и если кажется, то не всем же одновременно. Усики я вернул назад и стал регулярно наблюдать за ситуацией. Буквально через несколько дней злосчастные усики вновь были отогнуты. Мама дала добрый совет.
убрать фото из рамки. Объяснила тем, что человека нет, а я также на фото в черной рамке рядом с ним. Может, друг не хочет, чтобы так было. Я не послушал. Фото мне было дорого. Ситуация повторялась до тех пор, пока усики не отломились. Тонкий металл не выдержал постоянного вмешательства. После этого я убрал фотографию в альбом. Что это было, не знаю. Возможно, мой товарищ хотел мне что-то сказать этим моментом. Тем не менее, рассказал вам эту историю без приукрашиваний и выдумок. Ровно так в ней все и было. Рад был описать для вас очередной эпизод своей жизни. Как я спасла мужа. Автор Любаша. Это то, что произошло со мной. И очень давно. Мы с мужем крепко поругались. В те годы он много работал и редко бывал дома. Да, зарабатывал. Мы купили квартиру в только что построенном доме, который еще не был весь заселен. Мы мало виделись, а при встречах ссорились. Я укоряла мужа в том, что он не уделяет внимания ни мне, ни ребенку. Его никогда нет дома. Я ревновала. Известная история. И вот он мне сообщает, что едет в поездку на все выходные, по бизнесу. Я устроила ему скандал. Он тоже не стерпел. Накричал. Выскочил из квартиры, и я услышала, как внизу завелась и уехала его машина. Я заплакала и злилась. Потом я вдруг вспомнила, что мой милый едет далеко, в ночь, по очень плохой, нечищенной зимней дороге. Конечно, об этом надо было думать до скандала. И то, что он был такой расстроенный, выведенный из себя за рулем ночью, не давало мне покоя. Я вдруг поняла, что крепко накосячила, и не знала, что мне делать. Я испугалась и стала молиться. Я просила всех святых, чтобы сберегли моего мужа в дороге. Каялась и просила прощения. И вдруг по комнате поплыл чудесный аромат. Зимой при закрытых форточках. При полупустом доме на нашем этаже никто не жил, кроме нас. Я перестала читать «Отче наш», и запах исчез. Еще подождала и продолжила молитву. Запах растекся по всей комнате, тонкий и успокаивающий. Муж вернулся в воскресенье вечером. Мы обнялись и поцеловались без слов. Мне было стыдно за скандал, а он мне рассказал, что той ночью он чуть не погиб. Из-за поворота на него вынеслась тяжелая фура. Вырулить в кювет муж не мог. Дорога была с глубокой обледенелой колеей. Он просто закрыл глаза и понял, что конец. Когда открыл глаза, увидел, что поворот они оба проехали, и шофер с фуры бежит к нему. Оба не поняли, как им удалось разъехаться, даже по следам смотрели, и решили, что это какая-то фантастика. Столкновение было неизбежным. А я знаю, это мне знак был. Вымолила я его. Урок мне был на всю жизнь. Несший человека. Автор Спараксис. Эту историю мне рассказала бабушка. Было это давно, в 70-х годах, весной. Бабушка тогда была еще молодая, а ее дочь, моя тетя, училась в 5 классе. Жили они в частном секторе небольшого поселка. Дороги там не асфальтированные, так что в это время года там лужи и грязь. На улице уже смеркалось, когда бабушка с тетей вышли из дома прабабушки, у которой были в гостях, и направились к себе домой. Жили через 5 домов. С собой был шахтовый фонарь, которым они освещали улицу, чтобы обходить лужи. Прошли пару домов. Бабушка посветила в улицу перед собой, и они увидели, как метрах в 7 от них темный силуэт человека движется к ним навстречу, причем достаточно быстро, словно летит невысоко над землей. А у него на вытянутых руках лежит человек в белом длинном одеянии. На улице было тихо, и звуков шагов или бега не было слышно, хотя на дороге было грязно. Они испугались увиденного и побежали обратно домой к прабабушке. Бабушка так дернула за дверную ручку, что вырвала железный крюк с двери, на который раньше закрывались изнутри. Рассказали об увиденном прабабушке. Она сразу вышла на улицу со словами: «Пойду посмотрю, что там за чудо-юдо такое». Но там никого не было, также тишина. А на следующее утро узнали, что умерла мама прабабушки. Она лежала тогда в больнице. Тете уже сейчас за 60, но она тоже до сих пор помнит этот случай. Как думаете, что это могло быть? Зловещий подарок. Автор Орландо. Источник сайт Фостор.ру. Знающие люди рекомендуют всегда избавляться от лишних вещей. Дескать, и настроение становится лучше, и место в доме освобождается для новых идей. Многие утверждают, что некоторые вещи могут нести негатив, так как имеют свойство впитывать энергию их прежних обладателей. Так ли это?
Попробуем разобраться на примере моей личной жизненной истории. Переезд – дело хлопотное. Кто сталкивался, тот знает. Особенно, если прожил на постоянном месте с самого рождения. Переворачивается целый пласт истории, детских воспоминаний и переживаний. Каждая вещь возвращает к каким-либо моментам жизни, а будущее вызывает волнение. И даже если будущее жилье существенно лучше, всегда испытываешь смешанные чувства. Некое сожаление от того, что покидаешь место, к которому приросла душа. Родителей я потерял рано. Отец ушел из семьи, когда мне было 14. Сейчас его уже нет в живых. Мамы не стало не так давно. В родительской квартире мы жили с 1989 года. Дом строился на наших глазах. Никто до нас в квартире не жил. Когда у меня появилась своя семья, изначально жили в родительской квартире с мамой. Но родились дети, и нам стало тесновато. Приобрели свое просторное жилье. Но решили какое-то время пожить с мамой, привести новую квартиру в порядок, ремонт, обстановка. В общем, обычные житейские дела, понятные читателю. В этот момент произошли события, изменившие спокойный размеренный ход жизни. Мама не пережила очередной волны всем известной пандемии, и ее не стало. Это был очень тяжелый эпизод жизни. В ее квартире напоминало о ней, о ее заботливых руках, добрых идеях, да что тут говорить. Стены буквально излучали ее материнское тепло. Мы решили ускорить переезд. Честно говоря, в глубине души переехать могли и ранее. Благоустройство нового жилья больше был повод. Я знал, что мама будет скучать и не хотел уходить. Душа разделилась на два разноликих «я». Одна часть говорила, что нужно жить отдельно. Мы взрослые люди, дети растут, тесновато. А в новой квартире комфорт. Другая же возвращала в детство и говорила о том, что мама будет скучать. Всегда можно чем-либо ей помочь. Родной родительский дом. Судьба распорядилась по-своему. И вот мы стали готовиться к переезду. Кто переезжал хоть раз в жизни, легко может представить себе подобную обстановку. Множество коробок с книгами и посудой, мешки с одеждой, сумки с необходимыми вещами и всякой всячиной. Своеобразный апокалипсис местного значения. Когда добрая часть квартирного пространства была разобрана и упакована, дело дошло до балкона. 6-метровая просторная лоджия, все там было аккуратно разложено, еще моей дорогой мамой. Открыв очередной шкаф, мое внимание привлекли картонные коробки. В нескольких из них оказалась старая посуда, а одна была доверху наполнена аккуратно сложенными постельными принадлежностями. Простыни, наволочки, на вид еще старого советского образца. В те времена пошив был без особых изысков, белого цвета, однако материал мягкий, минимум всяких вредных добавок. Первое, что пришло в голову, пустить все это на тряпки. Известное всем дело. На даче всегда пригодится. У кого есть дача, представляет себе миграцию вещей. Из дома на балкон, с балкона на дачу. Я уже хотел закрыть коробку, как вдруг заметил что-то еще, аккуратно завернутое в кусок холста, явно отличавшегося от остальных вещей по цвету. Развернул кусок старой холстины, и мне стало немного не по себе. Там оказалась восковая фигурка в виде человека. Она была буро-зеленого цвета и перемотана коричневой нитью. Я хорошо помню свое детство. Подобных игрушек у меня никогда не было. Фигурка была грубо слеплена чьими-то явно чужими руками. От нее исходил какой-то легко уловимый негативный фон. Недолго думая, я завернул все ее искусство обратно в холст и выбросил в мусоропровод. Честно говоря, некогда было выяснять, откуда эта вещь, да и спросить попросту было уже не у кого. Стоит лишь отметить, что перед тем, как закрыть эту коробку с сюрпризом, я более внимательно ее осмотрел, на предмет новых неожиданностей. Однако там ничего, кроме уже вышеупомянутого постельного белья, ничего не было. История эта так бы и канула в лету, среди разнообразных жизненных событий, если бы не одно обстоятельство. Коробку с бельем, как и некоторые другие вещи, я отвез на дачу. И когда приступил к уборке, вновь наткнулся на эту коробку. Открыв ее, я был в недоумении. Злосчастный сверток с восковой фигурой был на своем прежнем месте. От неожиданности хотелось произнести пару крепких непечатных слов, но рядом были домашние. Поэтому я завернул фигурку обратно в холст и отнес на улицу, чтобы сжечь. Несмотря на свое явно восковое происхождение, эта дрянь никак не хотела сгорать. Какой-то невнятный треск и дым с ароматом не то трав, не то химии.
Когда сие творение полностью было уничтожено огнем, я даже пепел собрал металлическим скребком и вынес за ворота. Коробку с бельем также вынес на помойку, дабы исключить всякий рецидив появления в ней чего-либо еще. Что это было и откуда появилось в моем доме, я не знаю до сих пор. История невыдуманная и неуслышанная на стороне. Рад был описать ее для вас. «Эхо войны». Автор Орландо. Источник сайт ForStor.ru. Свою прабабушку по материнской линии я застал в светлом уме и добром здравии. Правда, ни о чем серьезном с ней в силу своего детского возраста я не говорил. Ее супруг, мой прадедушка, не вернулся с войны. Как говорила мне моя мама, когда я в юном возрасте задавал ей вопросы, он пропал без вести. С развитием интернета появилось множество сайтов памяти и архивных данных, где можно было найти весточки о своих родственниках, участниках тех далеких сражений. Осложнялось все скудной информацией, которой я обладал. Но лиха беда начала. Дело пошло споро. Сам прадед уроженец Липецкой области, но призывался из Парголова Ленинградской области. Работал там на торфозаготовках, служил в разведке. Этих данных оказалось вполне достаточно. История и произошедшие далее события оказались весьма неожиданными. Прадед не пропал без вести, а погиб в боях за освобождение Белоруссии. В данных было указано место захоронения. Изначальная деревня Редхи, и последующее перезахоронение в братской могиле. Оказывается, прабабушка не говорила о том, что пришла похоронка. Возможно, ждала до последнего и надеялась на лучшее. Поэтому все в семье и считали его без вести пропавшим. Для моей семьи это было неожиданным открытием. И летом того же года, а именно 2018-го, я отправился к мемориалу почтить память своего родственника. Мемориал Рыленки довольно большой, порядка 10 тысяч захоронений. Находится практически на границе Белоруссии и России. Деревня Редьки, где и погиб прадед, расположена также неподалеку. Сначала я посетил саму деревню, пообщался с местными жителями. Они рассказали, что линия фронта проходила совсем рядом. Наша армия постоянно находилась на линии соприкосновения с противником. Там были тяжелые бои. Затем я посетил сам мемориал. Длинная дорожка, обильно поросшая по краям люпинами, и несколько десятков стел с выбитыми на них фамилиями бойцов. Тихое и спокойное место. Тишина нарушается лишь поездами, проходящими неподалеку железнодорожной ветки. Стелу с фамилией своего прадеда я нашел не сразу. В душе было невидимое доселе ощущение. Ведь я никогда не видел своего родственника, даже на фото. Более того, всегда считал его просто не вернувшимся с войны, пропавшим, но не погибшим. Найдя фамилию и инициалы, я помолился за упокой его души, побыл какое-то время рядом и отправился в обратный путь. Самое сложное в моем сознании было то, что я не мог его себе представить. Хотелось увидеть хоть раз, хоть на фото. В архивах фотографий не было, а родственники сообщили, что фото были, но утеряны при переезде. И вот однажды мне приснился сон. Светлый день, разбитая сельская дорога с огромными комьями грязи и широкими колеями, по которым вереницей ехала военная техника. С противоположной от меня стороны дороги стоит солдат и машет мне рукой. Старая выцветшая телогрейка и добрый взгляд с улыбкой. Нас разделяла дорога и бесконечная вереница грузовиков, тянущих за собой пушки, сорокопятки. После очередного прошедшего мимо нас грузовика солдат исчез. Его улыбка твердо отпечаталась в моей памяти. А далее произошло еще одно ключевое во всей истории событие, которое выходит за рамки наших понятий о материальном мире. У моего прадеда, того самого, чье захоронение я посещал, было 3 детей, 2 дочери и сын, мои бабушки и дедушка. Они, к сожалению, сейчас уже умерли, и мы с родственниками, как-то разбирая старый семейный фотоархив, наткнулись на несколько черно-белых потертых фотографий, явно военного времени. И вдруг на одной из них я увидел того самого солдата из сна. Та же улыбка, светлые волосы, даже одежда, выцветшая телогрейка, ватные штаны и солдатские сапоги. Перевернув фото, я буквально оторопел. 331 ОРР, отдельная разведрота, старший сержант и фамилия с инициалами. Солдат, которого я видел во сне, и мой прадед, о котором я долгое время ничего не знал,
были похожи, как две капли воды. А самое главное, он навестил меня, видимо, почувствовал, что я очень хотел его увидеть. Рад был поделиться с вами своей историей. Неожиданный друг. Автор Орландо. Источник сайт Фостор.ру. Человеческая дружба – это очень сильное понятие. Если человек дружит искренне, сопереживая своему товарищу, уважая его и поддерживая, это называется и в беде, и в радости. Тогда люди несут это доброе чувство через всю жизнь. И лишь смерть может разорвать этот союз. Животный мир ощущает это не менее глубоко. А порой случается и так, что животные становятся более преданными друзьями, нежели люди. История, которую я хочу рассказать для вас, произошла со мной в 1995 году в городе Любань. Я в одной из публикаций уже описывал этот небольшой городок Ленинградской области с его типичной для подобных городов инфраструктурой. Мне на тот момент исполнилось 11 лет. Было время летних каникул, и я приехал отдыхать с родителями к своим бабушке и дедушке. С самого раннего детства я любил лес и природу. В моем родном Подмосковье мне этого хватало с избытком. Однако леса Ленинградской области со своими болотами, окопами, оставшимися после войны, и порой непролазными чащобами были для меня настоящей экзотикой. В сравнении с этими лесами мои подмосковные казались парком культуры и отдыха. Целые мириады комаров, топи и кочки, колючки и непролазные заросли малины. Для меня в то время это было целым событием. В один из погожих дней, что в тех краях уже маленький праздник, так как дожди иногда могут лить и неделю, а солнышко упорно не хочет появляться из-за свинцовых облаков, мы отправились в лес за грибами. Я с двоюродной сестрой и мой папа. Лес для отца был знаком, однако заблудиться было парой пустяков и блуждать до самой Новгородской области. Настоящий лес, а не посадки. Именно поэтому мы старались придерживаться просеки. По этому участку проходили высоковольтные линии. Поэтому мы ходили зигзагами, то углубляясь в лес, то снова выходя к высоковольтке. Вдруг на опушке леса я заметил непонятное красное пятно. Оно резко контрастировало с окружающей листвой и хвоей. Папа также это заметил и решил посмотреть, в чем дело. Подойдя поближе, мы увидели, что в траве лежит аист. Не сидит, а именно лежит. Собственно, его красный клюв и привлек наше внимание. Завидев наше приближение, аист не шелохнулся, хотя был жив. Папа аккуратно перевернул его на другой бок, и нашим глазам предстала печальная картина. Одно из крыльев было сломано. Более того, под сломанным крылом копошился изрядный пучок опарышей. Папа констатировал, что птице уже не помочь. У меня на глазах стояли слезы. И увидев это, папа сдался. Папа снял куртку и аккуратно завернул в нее раненую птицу. О грибах мы позабыли в тот момент. Когда добрались до дома, принесли аиста в гараж. Стоит отметить, что птица совершенно не сопротивлялась, видимо, серьезно обессилев. Папа топором отрубил больное крыло, которое было переломано пополам, и обработал рану обычной зеленкой. Я же аккуратно замотал рану бинтом. Затем мы перенесли птицу в старый курятник. Кур у нас на тот момент бабушка уже не держала. Поэтому небольшой сарайчик с площадкой, усланной песком и обнесенной стальной сеткой, пустовал. Первые дни были самыми тяжелыми. Аист понемногу пил воду, а вот с едой мы не знали, что и делать. Это сейчас Google в помощь, и люди держат дома всякую экзотику. А тогда за книжками ходили в библиотеку. Что уж тут говорить. И вдруг я вспомнил, что читал в книгах про природу, что аисты ловят лягушек. Весело вспоминать, как мы с сестрой вылавливали ему этот французский деликатес. Но аист с удовольствием принял эту еду. Подбрасывал квакушек и ловил клювом. Через неделю он пошел на поправку. Дикая птица, но он совершенно меня не боялся. Я даже мог обнять его, и он замирал. Каждый день начинался у меня с похода за живой пищей для своего питомца. Я даже стал выпускать его из курятника и ходил рядом, пока он вышагивал по траве, а затем снова отводил его назад. Я просто заходил внутрь, а он шел за мной. Я настолько привязался к аисту, что возился с ним, как с ребенком. Он запрокидывал голову и трещал клювом, а я все норовил обнять эту красивую гордую птицу. Однако папин отпуск подошел к концу. Нам нужно было ехать домой. Бабушка в силу своего здоровья не могла ухаживать за птицей. Согласилась сестра. Она жила недалеко от бабушки и готова была посодействовать в этом вопросе.
Прощались мы тяжело. Аист все чувствовал. Как только я пришел, он тут же вышел мне навстречу. Я обнял его, погладил по остатку крыла, от которого осталась одна короткая культя. Ночной поезд до Москвы, спящий вагон. Лишь нечастые огни за окном. Я задремал. Вдруг я четко увидел своего аиста. Наверное, переживал, поэтому и увидел именно его. Я знаю, что птицы не плачут. Слезы у птиц возможны, но у тех, что пьют соленую воду. Да и это не эмоции. Птицы на это не способны. Но мой аист плакал. Я это четко видел, хоть и во сне. Затем чей-то спокойный голос сказал мне: «Обними его в последний раз, он прощается». Я обнял и проснулся. В глазах стояли слезы. Тогда я еще не знал, узнал только следующим утром, когда мы вернулись домой, и папа звонил бабушке, чтобы сообщить, что доехали мы хорошо. Мобильные телефоны тогда были диковинкой. Той ночью аист умер. Утром сестра, придя покормить, обнаружила его уже остывшим. Похоронила также сестра, рядом с лужайкой, где я с ним гулял. Вот так и приходил со мной проститься мой неожиданный, но крепкий друг, который не прожил без меня и дня. Очень странные дела. Автор Ниника. Эта история рассказана моей знакомой. Моя хорошая приятельница Надежда приехала погостить к своим родственникам в ПГТ в Воронежской области. У них большая семья. 82-летняя бабушка Соня, ее сын Николай, глава семейства, его дочь Ольга с мужем и самый младший член семьи, 8-летний Лешка. Гостья прибыла в самый разгар семейной драмы. Бабушка Соня вдруг не взлюбила этого самого Лешку, хотя раньше в правнуке души не чаяла. Все началось с яблок. В тот год был такой знатный урожай, что яблоками засыпали все ящики, мешки и кастрюли. А когда тара закончилась, остальные ссыпали в большую кучу прямо на веранде. Собирали их весь день, чтобы в выходные отвезти на рынок. Утром домочадцы с удивлением обнаружили, что немалая часть тех яблок, что лежали в куче, раздавлены в лепешку. «Это Лешка нашкодил», — заявила бабушка Соня. «Я ночью слышала, как он бегал по веранде, хихикал и яблоки давил». «Я ночью спал», — фыркнул Лешка. «А если бы захотел поиграть, то придумал бы что-нибудь поумнее». Лешка малец, конечно, шустрый и хулиганистый, но в злостной порче имущества никогда замечен не был. А яблоки давить — развлечение и впрямь туповатое. В общем, яблок ему не было жалко. Выкинули, испорченные, и забыли. Но надолго забыть не получилось. По утрам семейство стало находить куски глины с побелкой, которые кто-то словно вырезал из стены и разбрасывал по кухне. Сначала один кусок, потом несколько. И так чуть не всю стену за печкой кто-то расковырял до кирпича. Бабка Соня опять за своей. «Это Лешка. Я видела, как он ночью сидел на корточках и шпательком стену тыкал». Лешка ревел и божился, что знать не знает, что такое шпателек, и стену он не трогал. Рассерженный Николай сгоряча отругал обоих. Бабку, чтобы спала по ночам, а не шлялась. А Лешку пригрозил отдать штукатуры, чтобы там ему растолковали, для чего нужен шпателек. А дальше начались совсем уж странные дела. Все семейство обедало за столом, когда баба Соня, тыча пальцем в гостиную, воскликнула: «Лешка, Лешка, паршивец, ты зачем под диван полез?» Все дружно посмотрели в направлении, куда указывала бабсонин палец. Но кроме кошки, пулей вылетевшей из-под дивана, никого не увидели. Затем бабка видела, как Лешка ковыряет отмычкой в замке ее сундука, который стоит в чулане, или что он орудует в погребе, в то время, когда Лешка играл на улице с друзьями. В общем, всем стало ясно, что крыша у бабы Сони потекла. В то утро Надежда проснулась рано, часов в 5, но еще нежилась в постели, как дверь ее комнату осторожно открылась, пропуская бабу Соню, которая на цыпочках кралась к платяному шкафу, бормоча себе под нос. «Попался, гаденыш! Вот теперь не уйдешь! Я твой поганый рот с мылом вымою!» Бабка резко дернула на себя дверки, и в тот же миг Надежда услышала из шкафа звонкий Лешкин голос. Бабка ушла с головой в недра шкафа, пытаясь достать паршивца. А Лешкин голос, давясь смехом, еще дважды выкрикнул это слово ругательное. Баба Соня без сил упала на пол. Подняла на Надю измученные глаза. «Ты слышала?» Надежда ошарашенно кивнула. В тот же день Надежда предложила родным отпустить бабу Соню к ней погостить.
Может, в новом месте и нечисть в образе Лёшки от старухи отвяжется. Переезд действительно помог. На новом месте баба Соня вполне пришла в себя. И когда через месяц вернулась в семью, никаких Лёшек она больше не видела. К сожалению, прожила она недолго. Той же зимой ее не стало.